Всем привет! Вы на канале Psy-Energy Life, и в этом видеоролике мы поговорим о том, как развить чувство юмора. Безусловно, это не врожденное качество личности, а приобретенное, которое начинает развиваться с раннего детства, поэтому реально его можно развить, было бы только желание. Юмор вообще помогает человеку дольше оставаться внешне молодым, подтянутым и красивым. Мало того, смех заставляет нас чувствовать себя чуточку счастливее, и учеными доказано, что во время болезни, когда мы смотрим юмористические передачи, иммунитет наш повышается. Ну а то, что большинству нравится проводить время с людьми, у которых хорошо развито чувство юмора, думаю, объяснять не нужно. Так вот, что нужно делать, чтобы развить свое чувство юмора? Шаг номер 1. Самоирония. Конечно, самое первое и самое необходимое для развития чувства юмора – это научиться смеяться и шутить не только над другими, но и над самим собой. То есть нужно научиться шутить над самим собой, выставляя свою персону не в лучшем свете и не принимая все сказанное близко к сердцу. Первое время будет достаточно трудно принять свои минусы и взглянуть им прямо в глаза, но со временем это станет привычкой. Точно такой же, как и чистить зубы после пробуждения. Чтобы особо не цепляло любое высказывание в вашу сторону, стоит самому подобрать шутки, которые приемлемо будут именно для вас и выгодны вам. Что я имею в виду? Когда вы сами о себе шутите, то у людей не остается цепляющих идей пошутить над вами. Они таким образом чувствуют, что вас это не задевает, поэтому особо мусолить ваши курьезы скорее всего не будут. Им попросту будет это неинтересно. Шаг номер 2. Окружение. Что касательно второй составляющей, то это ваши знакомые и друзья. Очень хорошо, чтобы среди них были люди с развитым чувством юмора. Такие, знаете ли, люди легкие на подъем и которые не особо задумываются над тем, что сказать. У этих людей вам будет легко перенять привычки, жесты и мимику. Они уже своего рода профи в этом деле, а при общении, как известно, перенимать чужие телодвижения и эмоции достаточно просто, в основном в автоматическом режиме. Это точно так же, как когда мы заводим друга и невольно начинаем говорить, как он, двигаться, как он, реагировать, как он, впитывая все, что он делает, как губка. Это должно играть вам на руку. Вы научитесь раскрепощаться среди других людей, говорить иногда ересь и при этом не чувствовать за собой какой-то испуг за сказанное и неловкость, потому что в такой компании обычно не зацикливаются на чем-то. Что не проканало первоначально, то сопровождают словами «проехали» или «поезд ушел, давай дальше». Тогда и не остается того чувства, мол, я что-то сморознул не то и вообще больше рот не открою. Тема просто переводит с одной на другую. Шаг номер 3. Комедии. Смотрите комедии, будь то фильмы или сериалы. Да, вы, может, и не сможете научиться шутить, но начнете разбираться, какие бывают шутки, когда их в основном произносят, в какой момент бывает самое выгодное внедрение боем, и уж тем более начнете замечать, как шутники находят приколы, казалось бы, просто на ровном месте. Анализ – это очень важно. Мало того, чем больше вы будете смотреть комедий или прикольных видео на ютубе, тем больше у вас будет возможности намекнуть вкратце на какой-то прикол в нужный момент. То есть сказать ключевую фразу, а потом уже показать полноформатное видео. Шаг номер 4. Внимательность. Развивайте внимательность, потому что зачастую люди, у которых хорошо развито чувство юмора, умеют подмечать то, что другие не видят. Или видят, но не акцентируют на этом свое внимание. Когда кто-то подходит к вам, а за ним тянется шлейф туалетной бумаги, то обыграть такую ситуацию можно так. Я смотрю, ты прилетел на чартерном ковре-самолете? Самолет нынче не тот. И достаточно будет улыбнуться. Да, можно пошутить иначе, более жестко. Но ваша задача не поиздеваться над человеком, чтобы обидеть его, а подчеркнуть казус сложившейся ситуации. С кем не бывает.
Шаг номер 5. Замечайте и запоминайте. Самые интересные и курьезные ситуации происходят с нами и другими людьми в повседневной жизни. Именно они являются наилучшим материалом для рассказа перед другими людьми. Например, вы пришли на рынок за продуктами и стали свидетелем такой ситуации. Стоит, значит, продавец-женщина, вокруг прилавка выстроилась очередь, человек 15. Тут подходит мужчина лет под 45 и задает, казалось бы, безобидный вопрос. А у вас есть морковка, чтобы хорошо всовывалась? У продавщицы глаза удивления вырастают с каждой секундой. Женщины из толпы смотрят на мужчину, не отводя глаз. Тишина. Мужчина, увидев реакцию, начинает потихоньку понимать курьез своей фразы и решает реабилитироваться. Ну такая, чтоб в соковыжималку всовывалась. Продавщица с ехидной улыбкой отвечает. Чтоб всовывалась. Толпа улыбается, мужчина с покрасневшим лицом не знает, куда ему и деваться, а продавец-женщина, похоже, уже с опытом, говорит: «Я вам могу подобрать по размеру, не переживайте». Толпа смеется, мужчина в шоке, а продавец упаковывает морковь и взвешивает на весах. Вот такая вроде бы простая сцена, не особо затянутая, которую вы можете запомнить и применить в одном из своих разговоров, просто пересказав их. Главное это сделать вовремя, скажем, тогда, когда разговор зайдет за питание из овощей или продавцов, а тут вы со своей историей как бы невзначай. А таких ситуаций происходит каждый день огромное множество по всему миру. Немного внимания, и в вашем арсенале появится парочка подобных историй. Шаг номер 6. Воображение. Лучше всего помогает вам развить чувство юмора воображение, потому что оно является триггером будущих шуток. Когда в вашей голове прокрутится ситуация, которую вы увидели с 20 разных сторон, то есть вы ее разглядели с 20 разных сторон, то один или два варианта обязательно окажутся смешными. Вы замечаете что-то забавное, дополняете это, и у вас получается что-то уже смешное. А воображение развивается с помощью книг и рисования, фотографии и общения. То есть по факту вам нужно будет сначала представить смешную ситуацию, какова она могла бы быть, а потом только ее озвучить. Но учтите, это работает только с тем окружением, которое тоже имеет развитое воображение. В противном случае вам придется иллюстрировать ситуацию, обыгрывая ее как актер в театре. Шаг номер 7. Дополняйте. Чувство юмора развивается куда быстрее, это своего рода тренировка, когда вы находитесь в компании. Кто-то шутит, вы его дополняете, а он продолжает дополнять вас. Таким образом вы практикуетесь. Чем больше вы это делаете, тем увереннее начнете становиться во время выстреливания бомбезных шуток. Вообще шутки на одну тематику лучше заходят в компании, потому что люди уже сосредоточились на одной теме, и они достаточно легко воспринимают последующие, вторую и третью из того же колодца, как говорится. Шаг номер 8. Эмоции. Он является дополнением 7-го. Все свои шутки, как вы уже замечали, пародист сопровождают достаточно смешными гримасами. Бывает и так, что шутка не зашла, но именно эмоция помогает выплыть на поверхность маленькой неудачи. А если шутка зашла, то с помощью эмоций можно достигнуть пущего эффекта. Поэтому не упускайте из вида этот пункт и обратите на него особое внимание. Шаг номер 9. Зеркало. Если в вашем арсенале появилась новая шутка, ее нужно на ком-то проверить. Ну и самый лучший выбор – это вы сами. Для этого вы становитесь у зеркала и рассказываете эту шутку самому себе, со всеми жестами, движениями и разнообразной мимикой. Попутно можете корректировать те вещи, которые, на ваш взгляд, кажутся недостаточно уместными в данный момент. Еще как вариант можно записать свое выступление на видео и посмотреть, что конкретно не получилось. В этом упражнении есть обязательное условие. Нужно следом записать видео такое же, только с изменениями в лучшую сторону. Когда выступление на видео понравится вам, то проверить нужно будет его уже перед вашим лучшим другом на практике.
и только потом им пользоваться среди большого количества людей. Ну а с вами был канал PsyLife. Пишите в комментариях, какие вы знаете шаги для развития чувства юмора. Может, мы что-то упустили. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. До скорой встречи. Пока-пока.